Водолей, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2026 года. И главные события месяца будут касаться вашей работы, рутины, графика и вашего здоровья. Планеты собираются в шестом доме гороскопа, секторе ежедневных обязанностей, задач, документов и вашего тела. Здесь же в конце месяца развернется Меркурий в ретроградное движение. Старые проекты, незакрытые задачи, бывшие коллеги, забытые документы, рабочие вопросы всплывут и потребуют пересмотра. Возможность навести порядок в том, что вы откладывали. Также в этом месяце ваш седьмой дом партнерства, отношения получает очень мощный импульс, поддержку. Венера переходит туда, а в конце месяца туда же на целый год переходит Юпитер, планета удачи, изобилия, щедрости. Если прошлый год Юпитер расширял вашу работу, рутину, то теперь он начнет расширять ваши отношения, контакты, договора и возможности через других людей. Перед тем, как покинуть ваш шестой дом гороскопа, Юпитер принесет прощальный подарок. Самое щедрое соединение года произойдет именно в секторе вашей работы и здоровья. Оно может прийти как премия, и как выгодный проект, как предложение или улучшение самочувствия. Я попозже расскажу про это соединение прекрасное. Две планеты богатства, успеха соединяются в вашем шестом секторе. Теперь еще очень самое главное событие именно для вас, Водолеи, потому что ваша планета-управитель 12 июня станет ровно между кармическими лунными узлами. Южный узел в Деве в вашем восьмом доме гороскопе, чужих финансов, трансформаций – это прошлое, долги, страхи, а северный узел в Рыбах в вашем втором доме личных финансов и самооценки – это будущее. Уран между ними – при нашей с вами жизни еще не был в таком аспекте. И для вас это проиграется через ось партнерства и личных решений. Какой-то неожиданный разговор, одно письмо, предложение или решение партнера может резко перевернуть ваше финансовое положение, вашу самооценку или то, как вы видите свои отношения и свое будущее. Этот внезапный поворот, это предложение кардинально может пересмотреть ваш союз. Это возможность, которая дается очень редко. Так как это ваша планета-управитель, вы почувствуете этот аспект особенно остро. Это редкий шанс пересмотреть свою судьбу, перенаправить одним решением, одной встречей, одним разговором. Будьте внимательны к каким-то знакам, которые происходят именно в районе 12 июня. И обязательно делитесь тем, что у вас произойдет, какие судьбоносные кармические перемены, потому что такого аспекта еще не было. А Уран у нас планета неожиданностей и возможностей, обновления, революции. Для того, чтобы закрепить намерения по традиции, чтобы гороскоп проигрался в плюс, чтобы июнь принес вам только самые щедрые, только радостные, счастливые события, пишите в комментариях во благо мне и моей семье. Принимаю, благодарю. После слов «принимаю» можете написать то, чего вы ждете в июне. Для кого-то это переезд, для кого-то это покупка недвижимости, встреча с любимым человеком. Пишите, что вы ждете от июня, и после этого не забудьте закрепить словом «благодарю». И обязательно делитесь, как у вас прошел май. У многих, многие разделились, у кого-то он прекрасно прошел, хорошие события были, возможности. Для остальных знаков напряженный был период, напряженный был месяц, особенно на работе, в отношениях. Делитесь, Водолей, у вас как проигрался. Но у меня лично май намного лучше, чем было начало года, чем другие месяцы весны. 1 июня Меркурий переходит в знак Рака, в ваш шестой дом гороскопа, который будет очень активен в этом месяце. Сектор повседневной работы, рутины, здоровья, бытовых дел, документов и вашего физического самочувствия. Меркурий отвечает за мысли, слова, общение, информацию, короткие поездки и любые расчеты. В ближайшие недели все это будет направлено именно в сферу вашей занятости и вашего тела. Начнется активное движение по документам, вы можете обновлять резюме, рассылать его, мониторить сайты с вакансиями, искать информацию, объявления. Могут поступать звонки какие-то, приглашения на собеседование, предложения о подработке. Если вы работаете, то пойдут какие-то текущие отчеты, согласования, переписки с коллегами, клиентами, заполнение бумаг. Может увеличиться количество звонков, писем, связанных с вашими обязанностями. Если вы не работаете, к примеру, вы на пенсии, либо вы в декрете, этот транзит может проявить себя через бытовые какие-то вопросы. Оформление счетов, квитанций, обсуждение графика какого-то, перемены в вашем быту, в вашем режиме. Возможно, вы отдаете ребенка в лагерь куда-то, да, и теперь ваш график меняется, вы можете больше отдохнуть, больше времени уделить себе.
Можете решать какие-то вопросы страховой, общаться с социальными службами, какие-то справки собирать нужные. Меркурий еще отвечает за короткие поездки. В ближайшие недели вы будете чаще передвигаться по рабочим вопросам. В офис, клиенту, в банк, в налоговую, возможно, в поликлинике, на обследование, на какие-то плановые процедуры, косметологические, либо массажи. Транспорт тоже потребует вашего внимания, техосмотра, замена документа, страховки. Меркурий в шестом доме приносит изменения в вашем графике, в вашем режиме. И на работе могут пересматривать часы работы, перевести на другой участок, добавить смены, изменить условия. Вы сами можете начать искать новую работу или подработку. Если вы на себя работаете, то у вас увеличится поток заказов, звонков, согласований. Шестой дом у нас еще и за ремонт, за быт отвечает, поэтому Меркурий в раке может включить желание что-то починить, переделать, освежить в доме. Починка какой-то розетки, замена крана, зеркала, срочный вызов мастера, перестановка мебели. Вот это, не такой уж глобальный ремонт, но какие-то бытовые доработки, косметический, возможно, ремонт. То, что давно откладывали, вы будете доделывать. Сейчас я скажу по датам, сколько это продлится. Что еще? Вопросы, конечно же, питомцев. Если у вас есть домашние питомцы, могут быть визиты к ветеринару, оформление документов на животное. Возможно, вы хотите полететь куда-то, оформлять какой-то паспорт, разрешение, чтобы вместе с собачкой или кошечкой там куда-то полететь. Что еще может быть? Меркурий останется в вашем шестом доме гороскопа надолго, непривычно долго, до 9 августа. В конце июня, с 29 июня по 23 июля он развернется в ретроградное движение. Дальше с 23 июля до 9 августа уже будет в прямом движении в этом же секторе вашего гороскопа. По ретро-меркурию будут возвращаться какие-то старые проекты, коллеги бывшие могут возвращаться на работу, либо вы возвращаетесь на свою работу после отпуска, отдыха, больничного, можете снова выйти. Какие-то ошибки будут всплывать, переговоры могут затормозиться. О ретро-меркурии я сделала отдельное видео, но помните, что если вы хотите совершить что-то важное, крупную покупку для дома, технику какую-то, делайте это до 26 июня. Если вы впервые у меня на канале, либо вам нужна личная консультация, я их провожу в PDF-формате, цены оставляю указанные на экране, они будут меняться, скорее всего, с конца июня, начала июля я буду повышать цены. Если вы хотели обратиться, разобраться в себе, своей натальной карте, финансовый канал, реализация, проработка аспектов, либо прогноз на год, пишите мне на электронную почту, либо Telegram, Instagram. Все ссылки есть в описании канала, в самом низу. Не в описании под этим видео, а в описании канала. И в закрепленном комментарии я также оставлю. Для тех, кто в комментариях спрашивал про недвижимость проверенного брокера, я оставлю контакты своего мужа. Вы также можете писать мне. Недвижимость в Дубае, Таиланде. Я вместе с ним закрываю сделки и провожу бесплатные консультации для тех, кто через нас покупает недвижимость. Когда лучше всего приобрести, когда продать, как вложиться, если вы хотите инвестировать, зарабатывать на этом, либо сами для себя приобретаете. Все ссылки оставлю в закрепленном комментарии. 3 июня Меркурий из 6 дома гороскопа будет делать благоприятный аспект к северному узлу в Рыбах в вашем втором доме денег. День, когда ваши повседневные дела, работа, забота о себе, здоровье получат кармический зеленый свет. Меркурий – планета, которая отвечает за нашу речь, за коммуникацию, документы, поездки. И сейчас он находится в вашем шестом доме обязанностей, в знаке рака. Поэтому ваши мысли, разговоры окрашены эмоциями и вниманием к деталям. Северный узел – точка судьбы и вектор нашего будущего. Он стоит в вашем втором доме личных финансов и самооценки до июля 2026 года. Аспект между ними показывает, что любое ваше действие в этот день, связанное с работой, здоровьем или бытом, может напрямую улучшить ваше финансовое положение и чувство собственной ценности. Если вы давно хотели записаться на прием к врачу, пройти обследование, сдать анализы, пройти курс лечения какой-то, начать оформлять медицинские документы, страховые документы, медицинскую страховку какую-то, то этот день самый идеальный. Врач вам попадется внимательный, результаты будут точными, процесс пойдет быстрее обычного. Если вы в поиске работы, именно в этот день вам могут позвонить с приглашением на собеседование или придет письмо с каким-то предложением. Возможно, вы будете искать информацию и найдете именно то, что вам нужно. Отправляйте резюме, отвечайте на вакансии, договаривайтесь о встречах.
именно в этот день. Если вы работаете, возможен важный разговор о ваших обязанностях, о вашем графике или вашей зарплате, и вас услышат, если вы хотите повышения зарплаты или в должности. Мягко намекните и поговорите именно в этот день. Документы, которые вы подадите сегодня, будь то заявление, справки, отчеты, страховки, больничный лист, все это пойдет быстрее, без проволочек. Может быть, вы хотите попросить отпуск за счет компании, то в этот день вам могут его подписать. Перерасчет выплаты, подача на субсидию, все в этот день будет решаться легче. Если вы работаете руками, в сфере услуг, медицины, занимаетесь бытом, ремонтом, домашними делами, ваши усилия в этот день будут особенно продуктивны и могут принести вам неожиданную выгоду, даже какой-то подарок, возможно, ценный. Еще может прийти вам приятная сумма денег, связанная именно с вашей работой или вашим здоровьем, возврат от страховой, оплата больничного, премия за переработки, закрытие мелкого долга, помощь от детей, взрослых, энергия дня. Не про крупные выигрыши, а конкретные шаги, которые укрепят вашу стабильность. Запланируйте на этот день все, что требует точности и порядка. Медицинские визиты, собеседования, подача документов, деловые переговоры. Не откладывайте. Аспект действует примерно пару дней после этой даты, но его результаты могут закрепиться очень надолго. В этот день ваша рутина и забота о себе – прямой путь к вашей финансовой устойчивости и уверенности в себе. И еще мне некоторые... Немного кто, но бывает, пишут мне в комментариях, что слово в слово мой прогноз, как у другого какого-то астролога. Но почему-то, когда я прошу оставить ссылку на видео или написать у какого, они не пишут. Если вы знаете, что какие-то там есть астрологи с точно таким же прогнозом, оставляйте в комментариях. На 2026 год я записывала прогнозы на весь год. Мне написали, что я повторяю за каким-то там астрологом, который только начал вести. Я перешла на ее канал, посмотрела, что видео она выпустила через 2,5 недели после моего. То есть, получается, возможно, она взяла какие-то идеи, но некоторые мои зрители решили, что я повторяю за ними. Ну, бывает. Особенно мне нравятся комментарии, когда пишут, что у всех астрологов как под копирку одно и то же. Меркурий в Раке, Венера во Льве. Так у нас на планете, если Меркурий приходит в знак Рака, он приходит для всех астрологов, для всех нас в знак Рака до 9 августа. И не знаю, может, некоторые думают, что у каждого астролога свои планеты или свои знаки, или свое движение планет по нашей Солнечной системе. Ну, даже забавно иногда такие комментарии читать. Таким людям обязательно нужно прокачивать свой Меркурий. Ну, Водолеям это не грозит, у вас планета-управитель Уран, это высший наш Меркурий. Вы схватываете все на лету, обрабатываете информацию и думаете. 9 июня самый благоприятный и щедрый день месяца. Я бы даже сказала года, который дарит вам настоящий поток удачи в повседневной жизни. Соединение Венеры, планеты денег, любви, удовольствий, женщин, красоты, и Юпитера, который отвечает за расширение, юридические дела, масштаб, успех. В знаке Рака они соединяются, в знаке семьи, заботы и недвижимости. Происходит это все в вашем 6-м секторе работы, быта и здоровья. Энергия этого аспекта будет активна несколько дней до после 9 июня, а его последствия могут ощущаться дольше. Очень благоприятный день. Обязательно прошу вас, Водолеи. Я асцендентный Водолей, я вам тоже напишу потом, как у меня проигрался этот день. Делитесь обязательно, что у вас будет происходить. Вот в этот день вы можете найти отличного специалиста. Это может быть и врач, и юрист. Может, вы хотели к какому-то именитому специалисту попасть. Может быть, женщина-профессионал, который поставит вам точный диагноз, назначит эффективное лечение. У меня, кстати, такое было лет 6 назад, и это касалось косметологических процедур. Я просто такого врача классно нашла, именно женщину по такому соединению. Возможно, долгожданное выздоровление, если вы лечитесь, если вы проходили реабилитацию, курс процедур. Именно сейчас, в этот период, в июне наступит переломный момент, вы почувствуете себя значительно лучше, укрепится, улучшится ваше здоровье, улучшится ваш быт. Вы наконец-то можете решиться на какую-то процедуру, о которой давно мечтали. Не знаю, контурная пластика, к примеру, или улучшение внешности. Венера отвечает за красоту, а Юпитер дает отличный результат, так что вы будете в восторге. Если вы искали мастера по красоте, какого-то парикмахера, визажиста, стилиста, фотографа, вот именно в этот день вы можете найти своего человека, к которому будете ходить постоянно, особенно если это женщина. Вы можете записаться в спа-салон, пойти на курс уходовых процедур, вам могут их подарить,
потому что Венера и Юпитер могут давать подарки прекрасные. Вы можете получить премию, неожиданный бонус на работе, похвалу, тоже подарок какой-то от клиента, от работодателя. Ваш ежедневный труд наконец-то оценят по достоинству. Если вы в поиске работы, именно этот день может принести вам нужную работу, предложение с отличными условиями, с комфортным для вас графиком. И, конечно же, соединения Венеры и Юпитера могут проиграться как встреча своей судьбы прямо на рабочем месте или через коллег. Вы можете познакомиться, может это новый сотрудник, новый клиент, новый коллега, человек из какого-то смежного отдела может оказаться тем самым, с которым у вас завяжутся отношения романтические. Ваш быт улучшится, вы можете купить технику, сделать перестановку, найти помощника по дому, решить вопрос с ремонтом. Кстати, вам могут подарить какую-то технику для дома, кофемашину, какую-то классную, о которой вы мечтали, но не могли себе позволить. И еще 6-й дом у нас питомцы, поэтому вам могут подарить и питомца, и какую-то собачку или породистую кошку, о которой вы мечтали, либо другой питомец какой-то, о котором вы мечтали. Вы можете получить этот подарок именно в июне. Повышение может прийти в должности, а вместе с этим повышением увеличится и зарплата. Финансово этот день тоже обязательно проиграется. Венера — планета денег, а Юпитер — планета расширения. То есть тут может увеличиться ваша зарплата. Вам могут предложить взять дополнительные смены, часы, проект с повышенной оплатой. Деньги будут приходить через женщин, через начальницу, клиентку, коллегу, которая замолвит за вас слово, или напрямую предложит выгодное сотрудничество, выгодную подработку. Ваши ежедневные обязанности, рутина, которые вы делали уже давно, наконец-то принесут вам финансовый результат. Вы можете получить какую-то оплату, компенсацию, которую ждали или даже уже, может, не надеялись получить. Очень прекрасный, классный аспект. В сфере быта, имущества может проявиться, что вы выгодно продадите какую-то ненужную вам вещь, технику, мебель, получите хорошие деньги за нее. Можете найти отличного мастера по ремонту, так как знак Рака символизирует у нас недвижимость, который сделает качественно и за разумную цену и сэкономит вам бюджет. Вот если вы ищите именно 8-9 июня. Еще может быть какой-то возврат денежный, крупный. Прекрасный день, используйте его, чтобы сделать свою жизнь комфортнее, красивее, стабильнее. Любые шаги, связанные с телом, работой, бытом, сейчас получат мощную поддержку планет. Вас кто-то из домочадцев может поддержать, взять на себя часть обязанностей, облегчить вашу рутину, либо подарить вам какой-то гаджет, который облегчит рутину, к примеру, сушильную машину муж вам подарит, либо вы купите, не знаю, что-то такое для дома, что облегчит вашу рутину. Что это может быть? И гаджеты вы можете покупать, и робот-пылесос. Вы можете купить и ноутбук для работы, либо получить его в подарок. То есть что-то, что облегчит вашу работу. Либо найти помощницу по дому, няню. И именно очень-очень классно, если это будет в районе 9 июня. Потому что благоприятный аспект принесет вам нужного человека. Если вы работаете на себя, тогда у вас может быть очень крупный какой-то клиент, предложение о сотрудничестве, коллаборации, может у вас рекламу купят, либо клиент с вами подпишет долгосрочный договор, может оплатить вам не просто вашу работу или вашу консультацию, а еще сверху какой-то бонус, подарок вам сделать. Прекрасный день, обязательно водолеи, не жадничайте, делитесь после хотя бы 12 июня, хотя 12 июня у вас там еще Уран станет между кармическими узлами. В общем, как только что-то у вас прекрасное произойдет, денежно, обязательно сразу делитесь и фиксируйте намерения. Пишите в комментариях: принимаю дары этого дня, 9 июня, принимаю дары Юпитера и Венеры себе во благо. 10 июня Меркурий из вашего 6-го дома работы, рутины, обязанности создаст напряженный аспект к Сатурну в вашем 3-м доме гороскопа, документов, поездок, общения. Аспект замедляет коммуникации и заставляет все делать строго по правилам. Если еще 9 июня вам что-то пообещали устно, предложили выгодную сделку, работу, то 10 июня все это потребует официального продвижения и подтверждения. Вас могут попросить донести справку, заверить бумаги у нотариуса, может медицинскую, как правильно, книжку, да, медицинскую книжку принести, пройти медосмотр, переделать поданные документы, ну что-то неудобное, да, вот эти формальности, беготня по инстанциям, ну, конечно же, это по квадрату идет. Любые попытки ускорить процесс или обойти формальности, закон могут привести к задержкам и ошибкам. Короткие поездки по делам могут быть
задержками, пробки, очередь, технические неполадки, может машина, неожиданно там, не знаю, закончился бензин, вы забыли заправить или, не знаю, там пробили колесо, могут быть такие накладки. Ваши идеи и предложения в этот день могут встретить критику или непонимание. Учебный материал может усваиваться с трудом, если вы учитесь, обучаетесь особенно. Сатурн в третьем доме. Смотрите, для тех, кто обучается Водолею в этот период, Сатурн в третьем доме не даст вам быстренько выучить язык, быстренько пройти какие-то курсы и начать работать. Тут надо будет вникнуть. Сатурн вам даст результат, Сатурн даст вам профессию какую-то, зарабатывать на этом еще и деньги, но вы должны все делать по правилам Сатурна. Конспектировать, обучаться, не пропускать. То есть прям надо вникнуть, как любит Сатурн, серьезно к этому отнестись, к любому обучению. Короткие поездки, как я уже сказала, могут срываться. Будьте осторожны в этот день, можете опоздать на работу. К примеру, у вас первый рабочий день, и все, вы едете, попадаете в пробку, опаздываете. То есть тут лучше в этот день заранее планировать все. Или, может, вам предложили 9 июня очень классную работу, а 10 вы уже себя критикуете, у вас проснется внутренняя критика и будет нашептывать, что вы недостаточно компетентны, опытны, что эта работа не для вас, что вы не справитесь. Но это просто временное влияние. Помните об этом и не поддавайтесь ему. Дайте ответ 11-12 июня, когда этот ослабнет аспект. Не поддавайтесь ему. Если есть возможность выбирать даты, то на этот день лучше не ставьте каких-то экзаменов, либо, не знаю, повышение квалификации, если у вас экзамен, что еще, собеседование. Прям точно в 10 июня не надо. Сделайте это 9 июня, тогда все будет прекрасно. И 10 вы можете сдать, но с какими-то перебоями. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, он бесплатный. Я ставлю ссылку в закрепленном комментарии. Там я также, помимо ютуба, в письменном виде отправляю вам прогнозы для каждого знака на очень важные даты. Когда Солнце куда-то переходит, когда аспект важный. Подписывайтесь. 13 июня Венера переходит в знак Лев, в ваш 7-й дом партнерства, брака, контрактов, где останется до 9 июля. Очень классный и щедрый транзит, который поддержит еще и Юпитер позже, который перейдет 30 июня на целый год в этот же сектор. Сейчас Венера вступает как первый сигнификатор больших каких-то перемен в ваших отношениях, в ваших союзах. И перемены будут прекрасные, благоприятные. Венера во Льве любит внимание, роскошь, широкие жесты. В вашем 7-м доме она включает желание быть замеченными, оцененными именно через партнера, через человека напротив. Если вы одиноки, в ближайшие недели появится яркий и щедрый человек, который будет красиво ухаживать, дарить подарки и звать на свидания. Личная жизнь для одиноких водолеев сейчас начнет набирать обороты, только начнет набирать. Целый год там Юпитер будет находиться. Знакомство может прийти через друзей, в отпуске или на каком-то мероприятии. Если вы в паре, ваши отношения получат прилив романтики, страсти, совместных путешествий, поездок, планов. Партнер может сделать вам дорогой подарок, предложение или устроить праздник. Вы сами захотите баловать свою вторую половинку, тратить на совместное удовольствие, красивые ужины, поездки вдвоем. Это прекрасный транзит подарков, праздников, отпусков. Венера во Льве может вам преподнести подарочки, можете получить украшения, какую-то технику, предметы роскоши от клиента, от поклонника, от партнера. Или сами купите что-то дорогое, красивое для себя, для дома, для любимого человека. Появится желание посещать дорогие рестораны, выставки, ходить на концерты, устроить романтический какой-то уикенд. Венера во Льве не любит экономить на впечатлениях, и вы будете правы, если позволите себе удовольствие, но не выходите за рамки своего бюджета. Последнее тратить не надо на удовольствие. Ключевую роль могут сыграть женщины в вашей жизни, клиентка, которая принесет вам выгодную сделку, начальница, готовая предложить повышение, или подруга, которая познакомит вас с важными людьми, посоветует, порекомендует вас. Если вы работаете с женщинами, продаете товары, услуги для них, ждите роста дохода и новые заказы. Клиенток станет больше, они будут щедрыми, лояльными. Если вы хотите открыть бизнес, связанный с красотой, модой, украшениями, блогом, праздниками, ивентами, сейчас отличное время для старта. Самое лучшее с 13 июня до 26 июня, пока Меркурий идет в прямом движении. Потом еще это все поддержит Юпитер. После 23 июля можете открывать свой бизнес, можете превратить свое хобби в доход. Прекрасно, Венера и Юпитер вас поддержат. Новости также могут быть от ваших детей, выступления на конкурсе, выигрыш в соревновании,
поездка в лагерь, или, может быть, ребенок выиграет какую-то поездку в лагерь. Прекрасный период, транзит, вы можете проводить время вместе с мужем, с женой, с детьми, ездить куда-то в отпуск. Венера принесет вам и личную жизнь, и деньги, и клиентов. Если вы не работаете, к примеру, вы на пенсии, может быть, дети к вам приедут, порадуют вас, либо вы поедете к детям, поедете в совместный отпуск, либо на какое-то мероприятие, праздник семейный, прекрасный период. Больше будете проводить время с подругами, можете получать от них подарки и внимание. 15 июня происходит новолуние в знаке Близнецы в вашем 5-м доме гороскопа. Водолеи, это новолуние запускает новый цикл во всем, что касается ваших детей, темы родительства, вашего творчества, вашего хобби, личной жизни. В ближайшие 2 недели вы можете получить неожиданные новости или звонок от своих детей взрослых, или если они живут отдельно, они могут пригласить вас куда-то в гости, сами приехать к вам, сделать вам какой-то подарок, возможны совместные поездки. Если у вас дети поменьше, то, может быть, совместные поездки с ними вместе на какой-то конкурс, в лагерь, на соревнования, или вы отправляете детей к бабушке, к дедушке на лето. Легкое, наполненное общением время, которое укрепит вашу связь. Новолуние – прекрасное время, если вы задумываетесь о пополнении в семье, потому что оно происходит в 5-м доме гороскопа, и оно может принести вам новость о беременности, либо вам позвонят или напишут, что кто-то из ваших подруг, близких, родственников ждет ребенка. Если для вас актуален вопрос зачатия, то начиная с этого новолуния прекрасно открывается благоприятный период, чтобы заняться этим вопросом, пройти обследование, позволить себе расслабиться, довериться процессу. Близнецы — знак очень легкий и воздушный, поэтому все, что связано с детьми, сейчас будет решаться быстрее и проще, чем вы ожидаете. Новолуние действует 2 недели. В ближайшие 2 недели вы можете начать вести блог, запустить канал, создать страницу в соцсетях для своего творчества, увлечься новым хобби. Если вы давно хотели писать стихи, рисовать, фотографировать, сейчас самое время заявить о себе. Если вы хотели обучиться какому-то языку, пройти какие-то курсы, это прекрасно. В будущем вы сможете там монетизировать. Вам может прийти идея для книги, для онлайн-проекта. Знакомства, которые начнутся по новолунию, могут перерасти в серьезные отношения. Это может быть где-то в поездке вы познакомитесь, либо через интернет. Если у вас есть дети, у них может начаться новый этап в их жизни. Переезд, если это взрослые дети, решение жить вместе с партнером. Может, дети познакомят вас со своей второй половинкой. Прекрасный период, новости от детей, больше контактов, общения с ними. Если у вас были какие-то недопонимания, то и Венера вам тут поможет, и новолуние в Близнецах поможет вам укрепить свои отношения с детьми. 5-й дом у нас отвечает еще за азарт, за удовольствие, но Близнецы тут предупреждают: не рискуйте деньгами и не играйте в какие-то азартные игры. Вкладывайтесь в идеи, в общение и в знания. Это новолуние идеальное, чтобы прописать свои желания именно в сфере творчества, любви, детей, собственного дела, бизнеса. Если у вас собственный бизнес, там будут какие-то перемены. Возможно, вы обновите соцсети, начнете свои услуги предоставлять через какие-то площадки, там Инстаграм, Ютуб. Будете развивать свой бизнес. Слова сейчас имеют особую силу, потому что Близнецами управляет Меркурий. Закладывайте свои намерения именно по новолунию, прописывайте свои цели, свои планы. Я создала для вас гайд, инструкция, как правильно делать карту желаний. Там прописала, по каким секторам прописывать, какими цветами, в какие дни, какими словами. И еще самое важное, я дала крючок, как запустить карту желаний сразу через 2 недели, чтобы она уже работала на вас, чтобы она исполняла ваши желания. Я сама по ней уже последние 5 лет делаю, у меня все, абсолютно все сбывается. Стоит она как 2 чашки кофе. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии, либо переходите в магазин в описании под этим видео. Гайд карты желаний розовым цветом, так и написано. Закладывайте свои намерения и цели правильно. Этот новый цикл принесет вам настоящий успех и радость. 17 июня – день, когда ваши отношения, личная жизнь могут получить мощную поддержку, но одновременно сталкиваться с глубокими внутренними трансформациями. Венера из вашего 7-го дома партнерства делает благоприятный аспект к Нептуну и Сатурну в 3-м доме и оппозицию к Плутону в 1-м доме гороскопа. Через партнера, друга, клиента
партнера по личной жизни, либо делового, вы можете получить вдохновение, романтическое предложение, важный разговор, который вас сблизит. Кстати, Венера в 7 доме может принести вам предложение руки и сердца, предложение съехаться, жить вместе. Этот весь транзит будет до 9 июля. Но Плутон в вашем знаке 17 июня создаст напряжение, вы сами будете меняться, и партнеру придется принять эти перемены. Возможно, ревность, борьба за лидерство в паре или внезапное осознание, что старые отношения больше не работают. Действует аспект пару дней, используйте его, чтобы честно поговорить с партнером, но не рубите с плеча, потому что благоприятных аспектов тоже предостаточно. То, что в этот день может показаться вам кризисом, уже завтра может стать точкой глубокого обновления вашего союза. Кстати, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделала отдельное видео про 9 июня, соединение Венеры и Юпитера, и более подробно рассказала вам об этом, и рассказала, что происходило в прошлый раз. Кстати, в прошлый раз именно такой же аспект был 12 августа 2025 года. Возможно, тогда вам предложили классную работу, подработку, вы отказались, упустили шанс, не могли согласиться, подписать договор, контракт, то сейчас будет повторный шанс, Вселенная вам его даст, и каждый из нас получит то, что заслуживает. 21 июня Солнце переходит в знак Рака, в тот же ваш 6-й дом гороскопа. До этого сюда перешел Меркурий, он запустил поиск, переговоры, поиск информации, обсуждения, связанные с работой, бытом, здоровьем. Меркурий давал информацию, которую вы могли мониторить, может, какие-то объявления об аренде, искать квартиру в другом районе, созванивались с врачами, обсуждали график, рассылали резюме. Теперь Солнце добавляет ясность, результат и конкретные действия. Вместе с Солнцем приходит энергия, которая переводит все из стадии поиска в стадию реализации, из стадии разговоров. Если вы после того, как Меркурий перешел в этот сектор, искали новую квартиру, к примеру, то при Солнце вы переезжаете. Вы подписываете договор аренды, купли-продажи, вы начинаете обустраиваться на новом месте. Переезд может быть не в другую прям страну или город. Может быть в соседний район, ближе к родителям, ближе к работе. Вы будете обустраивать свой быт, вешать полки, менять сантехнику, вызывать мастеров. Если вы ищете квартиру для аренды, то как раз когда там Венера 13 июня перешла до 13 июня, вам может попасться хороший вариант, классный, особенно 9 июня. Рак у нас знак семейный, знак материнства, заботы. В вашем 6-м доме он может включить тему здоровья мамы. Вам придется активнее заниматься ее вопросами, ее бытом, может, решением каких-то ее проблем. Возможно, у нее что-то сломается, там какая-то техника в доме, или нужно вызывать мастера, помочь ей с этим, поехать, разобраться. Вы сами можете поехать к родителям на дачу или помочь, там, я не знаю, в огороде или с ремонтом родителей. 6-й дом у нас еще и помощники. Если вы искали няню для ребенка, помощницу по дому или помощницу для своей работы, ассистента, то вы можете как раз-таки в этот период, июнь-июль, найти нужного вам человека. Можете делегировать часть своих обязанностей, часть своей рутины и освободить время для себя. Вы сами в этот период можете взять на себя заботу о родственнике, помочь другу с переездом, поддержать коллегу в сложной ситуации. Солнце в этом секторе будет до конца июля, а Меркурий до 9 августа. Тема быта, работы, здоровья, помощи другим станет для вас центральной на весь этот период. А 25 июня Солнце будет делать напряженный аспект к Нептуну. День тумана, когда легко ошибиться в документах, цифрах, анализе или обещаниях. В этот день не принимайте лучше важных решений по здоровью, недвижимости, документам каким-то важным. В остальном это ваш период навести порядок в повседневной жизни, в своем графике, быту, поменять питание, заняться спортом, поменять режим. Все это будет для вас на пользу. 25 июня лучше не сдавайте анализов, перенесите на другой день, потому что может быть путаница в документах, в результатах или в диагнозе. 28 июня Марс переходит в знак Близнецы в ваш 5-й дом гороскопа и останется там до 11 августа. Марс — это действие, инициатива, напор, физическая энергия. Близнецы — знак быстрый, контактный, многозадачный. Он управляет речью, поездками, информацией. 5-й дом отвечает за творчество, любовь, детей, хобби, азарт, развлечения и все, что приносит нам радость. В ближайшие недели вы будете активно и быстро проявлять себя в этих сферах. Может быть всплеск творческой активности. Там же и новолуние произошло недавно. Вы можете внезапно начать писать, вести блог, запустить подкаст, снимать видео, организовывать фотосессию, начать организовывать какие-то праздники,
записаться на курсы ораторского мастерства. Идеи будут приходить одна за другой, и вам захочется реализовывать их немедленно и все сразу. В личной жизни вы станете инициатором, можете сами знакомиться, писать первыми, назначать свидания. Отношения будут развиваться стремительно, много разговоров, переписок, коротких совместных поездок. Время для легких романов, в которых искра вспыхивает мгновенно. Могут быть знакомства где-то на отдыхе, в отпуске, либо на мероприятии. Если вы в паре, у вас появится больше страсти, желание проводить время вместе. Но Марс в Близнецах может дать и споры, ссоры с вашей второй половинкой. Будьте осторожны. Тут Марс вам дает острый язык. Дети потребуют вашего включения, вашей активности. Вы будете больше с ними проводить время, ездить куда-то, решать их вопросы. Дети могут быть очень непоседливыми, шумными, требовать постоянного внимания, особенно если вы едете в совместный отпуск всей семьей. Будьте осторожны, тут могут быть Марс может давать какие-то порезы, аварийные ситуации, ожоги, поэтому тут с детьми и сами вы тоже будьте осторожны в период Марса по знаку Близнецы. И в дороге также будьте осторожны за рулем. Тем более, что Марс в 5-м доме может давать вам желание азарта, то есть пойти прыгнуть с парашютом или еще каким-то экстримом заняться в отпуске. Ну, тут лучше не рисковать. Деньги не вкладывать в какие-то сомнительные схемы, потому что Близнецы знак переменчивый, сомнительный. Лучше не играть на каких-то там ставках или азартных играх. Направьте эту энергию в танцы, спорт, хобби, активные игры с детьми, какие-то короткие поездки для удовольствия тоже могут быть. Какие-то спонтанные вылазки с друзьями, с любимым человеком, мини-путешествия на выходные. Используйте этот период, чтобы творить, любить и радоваться жизни, но не распыляйтесь на все сразу. Марс в Близнецах склоняет хвастаться за множество дел, а 5-й дом требует фокуса на том, что действительно зажигает. Если у вас есть взрослые дети, будьте осторожны, потому что могут быть конфликты с ними. Можете поругаться с ними, что вам что-то не нравится, как они делают, как они живут или поступают. Тут нужно быть осторожными, можете разругаться. 29 июня происходит полнолуние в Козероге в вашем 12-м доме гороскопа. Итог, кульминация, ясность в сфере завершений, тайных процессов, иммиграции, изолированных мест, всего, что происходит за кулисами вашей жизни, не на показ. Все, что было запущено полгода назад, либо 2 недели назад в районе новолуния, сейчас выходит на финиш и приносит вам конкретный осязаемый результат. 12-й дом – это сектор уединения, изоляции, больниц, санаториев, отелей, иммиграции, психологической работы и скрытых от посторонних глаз проектов. Полнолуние может принести вам выписку из больницы, завершение курса лечения, реабилитации, завершение отпуска, отдыха. Вы можете обратиться к какому-то специалисту, к астрологу, тарологу, нумерологу, психологу. Поймете по полнолунию, что все, нужно проработать вам что-то, какие-то старые страхи. В иммиграционных вопросах это точка, где вы получаете ответ. Решение по визе, ВНЖ, гражданству, миграционному делу, все, что висело в воздухе, становится явным. Однажды по полнолунию в 12-м доме я уехала из Америки. То есть у меня завершился большой этап, это дом завершения, дом изоляции. Действительно было как изоляция, потому что в период, пока мы там находились, мы не могли вылетать, выезжать никуда в другие страны. Вот у вас тоже может завершиться какой-то период иммиграции. Возможно, вы заканчиваете жизнь в одном месте, переезжаете в другое. Если вы ждали важных документов, они придут, и вы поймете, куда двигаться дальше. Если вы работаете в каких-то изолированных местах, закрытых учреждениях, на удаленке или в тайных проектах, полнолуние принесет вам финал, может проект завершиться, вы получите расчет, признание, которое... может быть проект, который не афишировался, вы над ним работали. Вы сами можете раскрыть какую-то тайну, познакомить своих родителей, к примеру, со своей второй половинкой, если вы не афишировали свои отношения, или рассказать о своих планах, о которых вы не рассказывали. 12-й дом еще отвечает за долги и тайные обязательства. Могут всплыть задолженности, о которых вы забыли, штрафы, которые потребуют закрытия. Вам тоже могут вернуть деньги, о которых вы уже забыли или не надеялись на них. В любом случае ясность наступит, и вы в чем-то поставите точку. Полнолуние и так у нас символизирует итог, кульминацию. 12-й дом еще и завершение. Какой-то определенный этап вашей жизни завершается. И в этот же день Меркурий из вашего 6-го дома разворачивается в ретроградное движение. О ретро-Меркурии я расскажу в отдельном видео.
Но помните, полнолуние закрывает какую-то старую главу в вашей жизни и дает вам честный итог. Кстати, я недавно видела ролик, что YouTube, YouTube, в принципе, постоянно обновляет свою политику, как правильно это назвать, конфиденциальности. Смотрела ролик, что если вы не подписаны, то в будущем я могу вам не попадаться даже в рекомендациях. То есть, если вы запомнили название моего канала, вы набираете в поиске, вы можете меня найти, но в рекомендациях я больше попадаться не буду. Поэтому подписывайтесь. У меня в статистике 78% зрителей смотрят меня без подписки. Не знаю, по каким причинам, делитесь. Может, вы пока еще не решили, стоит ли смотреть мой канал. Пишите в комментариях, подписаны вы или нет. 30 июня самый счастливый день этого года, потому что щедрая планета Юпитер, планета большой удачи, расширения, переходит в знак Лев, ваш 7-й дом гороскопа, сектора партнерства, брака, контрактов, клиентов, любых союзов 1 на 1, и останется там целый год до июля 2027 года. Я Водолей по асценденту, и по этому транзиту Юпитера 12 лет назад я встретила своего мужа, познакомилась с ним. Вот вам одно из самых главных событий, которое может проиграться по Юпитеру в 7-м доме гороскопа, если вы одиноки, водолеи. Прошлый год Юпитер шел по 6-му дому, расширял работу, рутину, заботу о здоровье, о своем быте. Теперь начинает расширять ваши отношения, круг ваших контактов будет расти, появятся новые партнеры, новые клиенты, союзники. Вы будете получать предложения о сотрудничестве, контракты на очень выгодных условиях. Могут быть судьбоносные знакомства, которые приведут вас к долгосрочному деловому союзу. Юпитер во Льве – это щедрость, статус и масштаб. Он любит, когда вы на виду, когда вы заключаете красивые сделки и не мелочитесь. Ваши партнеры будут очень яркими, авторитетными, возможно, творческими. Они будут вести вас к расширению, к выходу на новый уровень. События, если вы в браке, могут проиграться через вашего мужа, через вашу жену, какие-то радостные события у них, какой-то успех, перемены в жизни, которые отразятся на вас также. Я сделаю отдельное видео про транзит Юпитера, но пишите в комментариях, голосуйте. Вы хотите отдельное видео для каждого знака по Юпитеру, либо одно видео для всех, как я в прошлом году делала. Я благодарю вас за просмотр. Для вашего знака получился самый длинный прогноз. Благодарю вас за просмотр, за поддержку, за ваши комментарии, лайки. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. А я желаю вам, водолеи, щедрого, прекрасного, финансово успешного месяца июня.